Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее видео про цветы невероятной красоты и весьма необычной окраски, о которых, к сожалению, знают пока немногие цветоводы. Например, в садах средней полосы их стали выращивать не так давно, хотя по своей яркой красоте и неприхотливости в уходе эти многолетники могут посоперничать со многими уже известными нам садовыми цветами. Знакомьтесь, это экзотическая на вид луковичная культура тигридия. Такое необычное для цветов название связано с их пестрой, пятнистой расцветкой. Основная окраска лепестков зависит от вида и сорта растений. Среди садоводов наиболее популярная тигридия павлинья. Этот красивейший вид поражает разнообразием и красочностью своих расцветок. Его крупные, словно из дорогого атласа лепестки, могут быть всевозможной окраски. Каждый цветок на цветочной клумбе выглядит как яркий акцент. Кроме своих выразительных лепестков, тигридия еще выделяется своеобразным пятнистым рисунком по центру. Не заметить такие цветы среди прочих садов просто невозможно. Тем более, что из одной клубни луковицы этого многолетника вырастает по 5 длинных цветоносов, на каждом из которых распускается до 5-6 ярких цветов. Друзья, большая к вам просьба, если в вашей цветочной коллекции уже есть это замечательное растение, поделитесь, пожалуйста, своим мнением и опытом. Отдельное спасибо всем за ваши добрые советы, лайки и комментарии. Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. Основных, то есть крупных лепестков у тигридий всего 3, но у большинства популярных сортов они могут достигать в поперечнике более 15 см. Очень красиво выглядят на клумбе совместные посадки разных сортов тигридии. Эти растения невероятно хороши именно группами. Но их также можно выращивать в контейнерах, украсив разнообразными тигридиями придомовую зону, террасу или балкон. Из кустиков этого многолетника получается яркий цветущий бордюр. Тигридия красиво смотрится в миксовых посадках и с другими растениями. Ее цветение приходится на самые теплые летние месяцы, с июля до сентября. Высота утонченных стеблей этой цветочной культуры может составлять от 25 до 70 см. Дополнительную графичность растениям придает их длинная мечевидная листва, которая отрастает из самой нижней части стеблей. Листья остроконечные, с интересной гофрированной поверхностью. Цветы тигридии не только яркие, они привлекают разных полезных насекомых. После опыления в их центре созревают семенные плоды. Этот многолетник от многих уже известных нам луковичных растений отличается своей экзотичностью и довольно растянутыми сроками цветения. Где бы вы ни высадили эти цветы, красочные тигридии – это всегда настоящий праздник в саду. С такими яркими расцветками, как у этой цветочной культуры, вам точно не придется скучать. Это и не удивительно, ведь родиной тигридии считается солнечная Мексика. Вы, скорее всего, удивитесь, но клубни этого эффектного растения раньше употреблялись в пищу наравне с картофелем. Луковицы тигридии по своему составу богаты крахмалом и глюкозой. Их также широко применяли в лечебных целях. Однако по окончанию сезона, когда растения отцветают, их самая крупная материнская луковица может высыхать. Но она успевает нарастить несколько дочерних луковичек, которые осенью можно выкопать для сохранения и размножения. Тигридия – это теплолюбивая культура. Чтобы не рисковать посадочным материалом, осенью, после полного увядания надземной части, луковицы надо выкопать, подсушить, причем не разделяя их от общего кома, и хранить до весны в пакете с песком или торфом в прохладном месте. Подойдет подвал, балкон или нижняя полка холодильника. Температура хранения должна быть в пределах от 3 до 10 градусов тепла. В садах с теплым климатом тигридия перезимует, но в любом случае ее дочерние луковички от материнской лучше время от времени отделять и рассаживать. Делать это необходимо до прихода холодов. Имейте в виду, что тигридия способна выдерживать лишь кратковременные осенние заморозки. Эта южная красавица очень любит солнце и не терпит постоянное переувлажнение, а также кислый состав почвы. На дно посадочных ямок или контейнеров надо уложить слой песка. Чтобы кустики лучше развивались и цвели, в состав грунта добавляют минеральные удобрения и немного золы. Эти цветы необходимо высаживать на самых солнечных и защищенных от ветров участках. При выращивании тигридии в тенистых местах ее стебли будут вытягиваться и истончаться. Вот такие растения придется обязательно подвязывать, чтобы они не разваливались. К тому же в тени цветение будет скудным.
Перед весенней высадкой луковицы лучше выдержать 2 часа в теплом растворе фунгицида, например, в препарате Максим. Расстояние между луковицами должно быть не менее 15 см. Обычно с приходом весны сохраненные в домашних условиях луковицы начинают выпускать молодые ростки, поэтому их лучше высаживать на так называемую выгонку – контейнеры, не дожидаясь теплой погоды. В открытый грунт растения пересаживают в конце мая, в июне. Размножают тигридию семенами и дочерними луковичками. Семена перед посевом не требуют специальной обработки и стратификации. К счастью, они обладают хорошей схожестью. Но молодые сеянцы довольно нежные, и пикировать их придется очень осторожно. Окрепшая рассада зацветет только на 6-й месяц. Выращивать тигридию смогут как опытные, так и начинающие садоводы. Такое растение привнесет в ваш сад разнообразие самых ярких и насыщенных оттенков. Цветы этого многолетника часто напоминают большие экзотические бабочки, которые играют в лучах солнца пестрыми красками. Пожалуй, единственный их недостаток в недолговечности, так как они довольно быстро увядают. Однако эта проблема легко решается при групповой посадке, ведь цветет тигридия, не прекращая, почти весь теплый сезон. С помощью этого растения можно красиво оформить солнечные цветники и бордюры. Его также можно выращивать как горшечную культуру. Сейчас в садовых супермаркетах и интернет-магазинах продают самые разные сорта тигридии. Очень красиво рядом высадить белые и ярко-красные цветы. Также есть великолепные сорта с насыщенной желто-оранжевой и сиреневой окраской. Ее фантастические цветы легко украсят вашу территорию и подарят вам ощущение настоящего праздника. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч в нашем добром саду.